Путешествие по Карелии. Топовые локации. Жизнь без цивилизации. 7 дней. Самые популярные туристические места. Поделимся координатами, ценами и мнением. Доброе утро! На календаре 21 июня, и мы выехали в нашу первую большую поездку в Карелию. Как я когда-то сказала, в страну с узкоглазым названием. Да? Выучила я географию чуть-чуть с тех пор. До первой точки нам ехать 690 километров. Мы остановились подождать друзей, которые где-то там застряли на подъезде к Платке. О, Влад, спортсмен. Все, по 3 раза. Ну что, первая точка, к которой мы приехали. Петропавловская крепость Орежек. На такой лодочке за 250 рублей с человеком можно прокатиться вокруг крепости. Ты что там? Ну, мы решили прокатиться. Решилась. Орешек, да, но орешек должен быть покорен. В общем, крепость как крепость. Конечно, хотелось бы попасть внутрь, но коронавирус, все дела. И мы поехали дальше. Ты что творишь? Я сейчас буду суп варить. Да, кашаварить? Да. Пенч. Покажи, какая у нас красота. Мы в гостях же, в Шантиком. Вот так, приехали тут. Ребята вот в таком доме живут наши. Да, это красивейшее место. Но, во-первых, это еще не Карелия. А во-вторых, отель расположен очень далеко от всех достопримечательностей. Но он стоит того, чтобы приехать туда на пару дней и почилить. А мы хотели заночевать где-то рядом с ребятами, потому что там был безумно сумасшедший прекрасный лес. Но просто каждый куст, каждый вот съезд к воде был занят рыбаками, палаточниками, просто людьми, которые приехали пожарить шашлык. Поэтому нам пришлось ночевать на парковке, так как завтра у нас был супер насыщенный день, и мы не хотели отбиваться от ребят. Доброе утро. Когда все уехали, а мы проспали. Сейчас быстро нарезаем бутеры и в дороге будем кушать. Есть. Нет слова кушать. Нету. Значит, есть. Нету слова нету. Этого слова нету. Да. Ну что, такая Наташка красотка, приготовила завтрак, вот взяла его себе на коленочке, кормит мужа. Ну, Наташкин косяк, да, Наташка проспала. Ну что делать? Я выключила по старой схеме будильника, решила, что я его перезаведу. И так час прошел. Ну да, ты поставил будильник для того, чтобы его перезавести. А зато посмотрите, какая у нас красивая дорога. Просто шикарно, волшебно, прекрасно, воздух сумасшедший. Что, ну наконец-то мы доехали до Карелии, пересекли границу, так сказать, с Республикой Карелия, там стоит погранслужба, они сказали, какие места нам посетить, и все. Мы боялись, что они нас не пустят, скажут, вы эти... Русаки, вирусные, москали. Москали, но в московских номерах нет никаких проблем, просто спросили, какие места, они все посоветовали, рассказали. Так что приезжайте в Карелию.
на вторую локацию, которую выбрали наши друзья. Это Хильтольские скалы. Но если вы не альпинист, вам, в принципе, здесь делать особо нечего, потому что вот гора, скала. Там есть пару камушков, на которых можно сфоткаться. А так, в целом, там просто огромное количество колец, чтобы вы сюда приехали и в естественных условиях, в естественной среде полазили по этой чудной скале, так сказать. Но... А мы просто пойдем пофоткаемся. В общем, один из нашего бравого отряда уже слазил наверх, сказал, что там хороший вид. И мы вот чешем туда. Маленький скалолаз. И опять. Че, как тут вид? Вид высокий. Наверное, стоит подняться так-то. 5 минут. Посмотрели Хильтольские скалы, и дальше мы должны были ехать в Сартовалу. Но она так по дороге увидела указатель «Долина водопадов», и мы сразу же свернули туда. Слушайте, ну, конечно, водопадами назвать это слишком громко. Это просто горная река с небольшими 3 порогами, но какой эстетический кайф получают ваши глаза, это просто не передать словами. Ну, наверное, здесь везде так, но пока мы еще не избалованы Карелией, поэтому нам классно. 150 рублей стоит вход, я вам оставлю QR для того, чтобы вы могли найти, посмотреть, стоит ехать, не стоит ехать. Собственно, после водопадов мы добрались до Сартовалы, и первым делом мы поехали на гору Пааса. Координаты будут здесь. Где-то вот тут. Где-то вот тут. Да. Совет. Обязательно берите с собой коптер, если он у вас есть. Да, не тупите. Не тупите. И учитывайте, если у вас есть дети, то спуск и подъем на гору очень крутой. Придется прыгать по скалам, как горные козлы. Да, и обязательно одевайте кроссовки или берите с собой, потому что, конечно, в тот день, когда мы там были, было очень жарко, и мы пошли, половина из нас, вернее, пошла в сандалиях, и это был провал, потому что все подскальзывались на этих камнях, но вид того стоит, так что... И дождитесь поезда, там вид на железную дорогу, идет поезд, прям как в Гарри Поттере, он делает чух-чух, и пар такой. Ну, это вы сейчас увидите, да. Заклинатели камней. И вот, наконец-то, мы добрались до набережной Сартовалы, чтобы посетить самое популярное туристическое место, ну или одно из самых, Шхеры. Это архипелаг, состоящий из множества островков, таких скалистых камней. Короче, там нереально красиво, но сейчас тоже все увидите. И Шхеры от слова шхерица. Шхерица, да, Надо поэтому так прятаться. типа шхерица. Я не видно. Вообще нет.
Стоимость водной прогулки 1500 рублей с человека. Доплыть, погулять, уплыть занимает около 3 часов. Оттуда же отходят кораблики на Ваалам, но опять же из-за пандемии туда не пускали. Стоимость экскурсии на Ваалам 2500 рублей с человека. Совет. На лодку возьмите с собой ветровку или толстовку, и лучше плыть после обеда. Тогда вы застанете природу в дневном и закатном свете. Вот оно, ощущение свободы. С Ашхер мы вернулись уже по темну и, к сожалению, не сняли наши двухчасовые поиски локаций для сна. Особенно все усложняло полное отсутствие связи. У нас у обоих Теле2, который просто не работает нигде, даже на подъезде Карелии. Что там происходит? Вот. По словам местных, работает или Мегафон, в большинстве своем Мегафон, иногда местами где-то МТС. Поэтому, если у вас какой другой оператор, лучше в стартовали, сразу возьмите себе симку Мегафона, чтобы не быть без связи. И еще утром у нас случилось что? Да, у нас случилось совещание. Мне позвонили с работы и сказали: дружище, нас не волнует, что ты в Карелии и у тебя нет связи, найди связь и выйди, пожалуйста, на онлайн-совещание. Это было забавно. Тот момент, когда мужу позвонили и вызвали на совещание. Он быстренько разобрал наш внутренний стол, достал комп, воткнул наушники, типа причесался. Ну, видите, какой у него чубчик забавный. И дальше мы отправились в самое туристическое место – парк Рускеала. Ну-ка. Первый в парк. Первый, прыгай, быстрее. Все аттракционы надо занять. Первый. Давай. Вход в парк пока только в масках, но дальше мы можем их снять. Скажи свое впечатление об итальянском карьере. Скучновато. Как бы пол, как в нашей старой ванной, вернее, стена, как пол нашей старой ванны. Так, откровенно говоря, дерьмишечка. Ну да, прям. Ну, может быть, дальше будет красиво. Всю красоту здесь портят буйки, лебедки и кораблики. Если вы хотите увидеть действительно красивые карьеры в первозданном виде, просим милости в Кондуки, Тульская область. Так, вот главный карьер, каньон. Можно поплавать вот на таком, я даже не знаю, как это, самоходе за 600 рублей с человека. И можно прокатиться на лебедке. Наверное, мы сейчас Владу туда запустим.
площадка, небольшой веревочный парк, кафехи и что у нас здесь еще есть? И здесь еще есть. Ой. От парка нам положена одна бесплатная фотка на фоне, собственно, каньона. Вот такая. Ну, это прям очень приятно, очень классно делать несколько кадров, и можно выбрать и распечатать сразу прям. Мы не удержались от покупки сувениров. Зашли в парк камней и купили руны. Мы не покажем, какие. Но мы выбрали одинаковые. Это было очень забавно, хотя в разных местах смотрели. Да. Цена вопроса всего 300 рублей. Ну, мне кажется, как оберег и такая память очень прикольная. Для того, чтобы они начали работать, нужно промыть их в реке или в озере, и после этого никому не давать. Никогда никому не давать. И наконец пришло время самого интересного в этом парке — подземной экскурсии. Билеты туда стоили 1250 рублей, сейчас они, по-моему, стоят уже 1500 рублей. При покупке билета вам не нужно платить за вход в парк. И совет! Совет! Нет, Берите с собой теплые вещи, потому что там пипец как холодно. И другой совет, 5 градусов. другой совет. Да, другой какой? Покупайте билеты онлайн, потому что иначе вам придется ждать от покупки до экскурсии часа 3. А делать там Вообще нечего. Итак, вывод по-русски Алла. Подземная экскурсия, да, все остальное вообще не очень. Но мы внимательно слушали экскурсовода, поэтому мы узнали, что есть второй немонетизированный карьер «Русский Алла 2», и он находится всего в 2 минутах езды, куда мы, собственно, и отправились. Получился паэлья с грибами, которые я сама собирала и сушила, салатик, рислинг, костер, мраморный карьер. Ты так классно смотришься на камушки. С зубной щеткой. Классно чистить зубы с видом, да? Итак, будни наши, бытовые. Волская готовит завтрак. О, ну вот он уже приловчился. Приноровился. Уже сосиски не горят. Яйца замороженные. Яйца замороженные, ну, Разморозить. надо было в холодильнике их повыше класть. Ладно, мой косяк. Специально к этой поездке я выпросила у Влада САП-тор. Ну, вообще она хотела фен. Ну, я подумала, зачем мне фен, собственно, в машине, укладка кому она нужна, поэтому вот получилась доска.
заскучали по душу. И в 2 шагах от Рускеала мы нашли палаточный кемпинг, где договорились помыться за 200 рублей на двоих. Он вот там в душе. Вот здесь люди живут в палатках. У людей есть общак такой, гостиная, где кресла и холодильники. И вот река, где снимали «А зори здесь тихие». Впереди копы. Это божественно. Это самый божественный душ в моей жизни, мне кажется, просто. Кайф. Горячая вода, такой напор, что ты можешь... Следующей точкой стал Карельский зоопарк. Опачки, а кто это у нас тут? По дороге на Белые мосты нам попалось форелевое хозяйство Приладожье. Вот в этом миленьком домике магазинчик и ресторанчик. Вот мы сейчас пообедаем, расскажем, стоит, не стоит, вкусно, не вкусно. С очень сложным названием. Лохи кейто. Суп. И блинчики. Ну как? Да, бомбически. Мы приехали на Белые водопады, и сразу же возник вопрос, почему все здесь ставят машины. Потому что вот такой знак. Плохая дорога. Ну, посмотрим, насколько она плохая. Пока что здесь вообще нормально. Я не знаю, может быть, там он наверное, на приоре говорит ехать. Плохо ехать на приоре. Это мы встретили просто какого-то человека, который... Ой, шел. Ну да, наверное, на седанах сюда ехать вообще не стоит. В общем, каменистый участок мы проехали, но там тоже было очень не очень приятно. И вот дальше начались просто дорожные волны, я бы так это назвала. Так, мы добрались. Очень длинная дорога, поэтому если вы решите идти пешком, я вам советую купить вот такие салфетки. Покажи, пожалуйста, упаковку, как они выглядят. Занзар. Да, и вот они типа от комаров, москиток, мошек, сосущих мух, кровососущих мух. Вот как раз про оводов вот этих. Да. В общем, рабочая штука, правда. Обязательно берите. Вот еще раз покажу, как выглядит. Далее у нас был план заночевать в единственном автокемпинге в Карелии, в Петрозаводске, и посетить Кижи. Но смотрим дальше. Мы заехали в Петрозаводск.
да, был? Да. Я думал, там такая табличка будет. Петрозаводск. Центр Карелии. Центр леса. А это Петрозаводск, окончание нормальных дорог. И, видимо, рай для буханок. Судя по всему, это так. А в городе нет разметки, и все практически ездят по встречке. Дело в том, что просто нет асфальта. О, смотрите, видите, кусок асфальта нормальный. Вот он, оп, закончился. Все. Вот, и сразу, смотри, разметка появилась. Потому что поменьше, да, ям стало, и разметка появилась. Это просто кошмар. А вот начался красивый город. Да, и такое ощущение, что вообще нет людей, все закрыто, все очень медленно двигаются. Но мы сюда приехали в автокемпинг. В автокемпинг, да. Целенаправленно. Завтра хотим поехать на Кижи. Завтра, да, хотим поехать на Кижи, но если сейчас здесь будет все совсем грустно и плохо, я не знаю, дожидаться будем на Киже или нет, может быть, уедем на Ладогу обратно. Там у нас есть точечка. Знак, что это где-то здесь. В смысле, мы приехали? Ну, вот вон, да, правда, автодома. Звони. Ой, тут крысы раздавленные. Фу. Ну, блин. Итак, кемпинг закрыт на карантин, потому что у них обнаружили недавно коронавирусного больного. И мы разворачиваемся, пока не знаем, куда поехать, честно говоря, вообще. Потому что мы продолбили до Петрозаводска. Ну, зато посмотрели Петрозаводск. Да. Прогулявшись по набережной и поужинав, В KFC! мы выдвинулись трехчасовую дорогу до точки, но поскольку мы были очень уставшие и дико вымотанные, произошло... Ситуация. Час ночи, мы добрались до локации и сели в песке. Ну, видимо, до утра, а потом пойдем либо за трактором, вот Влад ловит связь, либо, соответственно, вот там вот стоят люди, но они спят, я так предполагаю. Завтра будем просить их попытаться нас выдернуть на тросе. Ой, ну, посреди дороги спать будем, что делать? Пока мы ждали помощь, мы копали и снимали. Мы ждем человека с каким-то ужасным аппаратом. Вот и пригодился нам паркоп. Сейчас будем как-то его ставить. О! Привет! Офигеть! Так, все, можно дергать. Оп. Диван.
решите возвращаться или путешествовать не главной карельской трассы, которая идет мимо всех населенных пунктов, а через населенные пункты, то вот здесь вот такая дорога. Это мы едем 60 километров в час. Да, Типа, сколько, 20 ехать, чтобы успевать среагировать на эти ямы? вот, поэтому это нормально, что все карелы жалуются на самом деле на дороге, а туристы не понимают, почему так происходит, потому что они не проезжают в основном мимо остальных населенных пунктов. И вновь бытовуха ванлайферов. Та-та-та-та. Набираем воду в колодце. Я первый раз, честно говоря, вижу колодец, что он вот такой глубины. Ну, видно, здесь какой-то, не знаю, ключ или еще что-то. И прям поднимается вода. Но местные сказали, что нормальная. Она дико холодная, просто дико. Ну, будет у нас как техническая. Готовить будем тогда на той, которую набрали до этого. Потому что что-то мне кажется, что она не очень чистая. После нашего чудесного спасения мы отправились в ближайший населенный пункт. Это деревня Ведлица, чтобы пополнить запасы воды, продовольствия и, конечно же... Пивасика! И далее мы решили тщательнее выбрать локацию, чтобы не сесть по уши в песок, как это было до этого. И, соответственно, чтобы у нас ловило хоть немножечко интернета. Чего, конечно, не было. Да, но мы вернулись на берег Ладоги, выбрали отличную локацию и остались там на 2 следующих дня. Wish I could get through to you, don't know what to do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. Пока мы отдыхаем, Владу иногда приходится работать, поэтому это выглядит вот так вот. Каждый холм – это его офис, потому что только на них берет интернет. И то не всегда. Владислав вернулся с совещания, пока я разжигал костер. После всех наших сегодняшних ночных и утренних приключений мы вернулись на берег Ладоги, вот разбили лагерь, только немножко в другом месте, подальше от песочка. Теперь мы научены. Вот там у нас греются канистры, чтобы был теплый душ. Начали готовить обед. И вот Влад разбил душ. Стриптизиану. Только не завали палатку. I know we want the same things, but the lines we've drawn are heaven and hell. I can't sleep when you're not talking. Как помылось? Хорошо, ну можно было еще подержать, пока остановился. Нормально, хватит. Тест номер 1. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. Мне кажется, You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. To my. Running back through my mind, looking out for a sign. Don't know where I went wrong. Oh yeah, yeah. Running back through my mind, looking out for a sign. Don't know where I went wrong. Everything she got from her. You got time, and you know what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay. You regret it all too much. Just wait, I will find you someday. Так и живем, так и живем. Это было наше первое большое путешествие на Басе. Мы жили вне цивилизации целых 7 дней. Видос выходит только сейчас по одной простой причине. По возвращению из Карелии мы поехали в Крым.
А дальше мы вернулись и поехали в Смотроран 2020. Да, и там, соответственно, мы уже только снимали в Инстаграм, потому что, ну, большей целью был отдых. И поэтому подписывайтесь на наши странички в Инстаграме и оставайтесь с нами. Пока! Ура! Мы это сделали!